решил испробовать фишку трансляция. Вот, я пошел за Мирохой в садик. Вот, как сделать людей счастливыми? Сначала отбери у них что-нибудь, а потом верни. Вроде ничего не изменилось, а уже хорошо. Это к чему? Это к тому, что с понедельника сегодняшнего дня в садике опять 4 часа детей забирают на 4 часа. Вот. Раньше мы жаловались, 4 часа, мало. А вот как стали забирать на 2 часа, а потом снова стали забирать на 4, стало уже как бы и хорошо. Вот. Погода у нас весенняя, несмотря на то, что еще календарная зима. Вот. На солнышке тепло, в тенечке прохладненько. Ну вот я в курточке, в расстегнутой. В принципе, комфортно. Еще вот такое вот у нас дерево классное. Вот. Мелкие мандаринки или апельсинки, не знаю. Ну вот цитрусовые какие-то мелкие. У них даже какое-то название есть. Вон все усыпано этими мелкими мандаринками. Вон даже могу сорвать сейчас. Как-нибудь побольше. Пожелтее найду. Вот этот вот мне нравится. Вот такой вот мандаринка или апельсинка, цитрус какой-то. Вот. Вечерами, когда солнышко заходит, прохладно. Вчера ездили в Лос-Акантилядос. Это такой скалистый берег. Смотреть на китов. И наконец-то мы их увидели. Я даже полетал дроном и немножко снял их на дрон. Поэтому буду сейчас монтировать видео и чуть позже выложу. И вот вечерком и около океана уже было достаточно прохладно. Я был вот в этой же куртке. И я немножко подзамерз. Вот. А на солнышке уже тепло. И вот такая погода, такие качели. Недавно было вообще температура 27 градусов. Ну, почти под 30-ку днем. Вот. Но вечером уже там холодно, уже градусов там, не знаю, там 12, наверное. Прохладненько, да. Ну, напомню, что у нас еще зима календарная. Еще целый месяц зимы. Хотя здесь времена года считают по-другому. Ну, в смысле не по-другому, а немножко не так. То есть мало того, что когда в России зима, здесь лето, и наоборот, когда в России лето, здесь зима, ну, то есть как сейчас, в России сейчас лето, здесь зима, так они еще считают не месяцами, как у нас времена года, а отсчитывают по зимнему и летнему солнцестоянию или дням равноденствия. Ну, то есть зима здесь начинается не 1 июня, а начинается 22 июня. Это вот когда летнее солнцестояние, самый длинный день в России, а здесь самый короткий световой день в России, в Аргентине. Вот. Длится это не до конца августа, до 1 сентября, а до 21 сентября. Это день осеннего равноденствия. Здесь получается оно весеннее. То есть начинается весна. Это когда длина дня и длина ночи выравниваются. Ну, что в России, что в Аргентине. Ну, вообще по всему миру. Вот. Значит, зима здесь, лето здесь наступает не 1 декабря, а 21, по-моему, тоже декабря или 22. Это как раз день зимнего солнцестояния. Это вот как раз когда в России самая длинная ночь и самый короткий день.
Ну а здесь, соответственно, наоборот. Так что ждем лето 21 сентября. Нет, осень. Нет, весна. Блин, я запутался во времена года. Вот. Ну, как таковой здесь зимы не было. Было несколько дней, когда была аж прям минусовая температура, ну там -1, -2, даже -4, наверное, вот ночами. У кого-то даже вода на улице замерзла, там оставили воду в ведрах. Вот. Ну как замерзла? Корочка льда покрылась. А в принципе погода, ну, осенне-весенняя, всю зиму такое. То тепло, то прохладно. Дождей не так много, но тоже есть, да, и было прям, по-моему, даже почти неделя дождей была. Пару дней назад была жуткая гроза, прям очень сильно, очень мощный ливень. Полыхало так, что прям было страшновато. Мы еще на машине ехали, возвращались с работы. Так что погода такая разная, но в принципе теплая, в принципе комфортно и не так много сильного ветра, как было весной прошлой, ну, в октябре, когда мы приехали, октябрь, ноябрь, и прям до декабря часто был сильный ветер. Я даже думал, что я зря привез сюда дрон, потому что, ну, не полетать. Ну, нет, в принципе, очень много комфортных дней со слабым ветром, либо вообще даже без ветра. Вот. Так что как-то так. Ну ладно, мне до садика осталось недалеко. Посмотрим, что выйдет из этого эксперимента с прямой трансляцией. Первый раз пробую такую ерунду. Чао! Так, как она тут завершается? Вот это что ли? Ага.